Так, ну что, господа, всем доброго, прекрасного дня турецкого. Сегодня мы с вами в Кемере, в поселке Бельдиби. Риксос Сангейт у нас сегодня с вами на обзоре. Мы здесь были лет, наверное, 5 назад. Классный отель, кто не видел, но сейчас, естественно, много чего изменил. Посмотрим, сегодня с вами все покажу. Обязательно смотрите до конца, будет очень много интересного. Мы сюда, кто не знает, приехали из нашей квартиры. Мы здесь живем в квартире, по отелям катаемся. Ну, сейчас уж, конечно, туда-сюда, Россия-Турция. А так мы здесь 2 года прожили. Так, обязательно заглядывайте под видео, там все полезные ссылочки, все, что нужно по туризму. Там тур просчитать, там буквально за 1 минуту можете на ваш состав просчитать любой отель. Из любого города 3 сервиса. Жанна, там тоже на нее ссылки, оформит вас. Куда она и ее команда, 9 менеджеров, разные города. Но все онлайн, можно вообще из любого региона России отправиться. Ну и, конечно, хотите купить или продать квартиру, да, в России, если вам нужен 33 региона у нас. И зарубежка тоже. Турция, Дубай, Таиланд, Бали. Все без агентских комиссий, напрямую от застройщиков, от проверенных застройщиков. Приезжаете в любую страну, вас встречают, возят, показывают, ни за что платить не надо. А по вторичке уже согласно законодательству той страны, где вы будете покупать. Ну, обычно там это 2-3%, везде по-разному. Так, ну что, заходим. Сейф туризм. Добро пожаловать. Риксос Сангейт. Слева у нас ресепшн, рояль, кто умеет играть, можно сыграть. Справа у нас приветственный стол, в дорожке можно яблочко скушать, перекусить что-нибудь, водички попить, ну, либо прямиком сразу в бар отправиться, вот там есть справа бар, можно что-нибудь там употребить. Здесь гастролейшн, любые ваши вопросы решает, любые проблемы, и вот розовая макака тоже вам поможет, если что-то не так случилось. Пантера, это макака, понял. Это Полечка с нами сегодня, Жанна где-то здесь блуждает, регистрирует нас. Так, смотрите, сразу, когда заезжаете, идете направо и регистрируетесь на поездку в парк Легенд. То есть, если вы отдыхаете в любом отеле Риксоса, поездка в парк Легенд у вас будет бесплатной. Поездка и сам вход. Отвезут, привезут. Может, накормят, конечно. Значит, этого сомневаюсь. Но отвезут, привезут и посетите. Парк обалденный. Сейчас еще обновление произошло там. И аквапарк можно, и горки, и все что угодно. Все у вас будет, все включено. Поэтому сразу приходите, регистрируйтесь, потому что автобус не резиновый. Весь отель туда не влезет. Вот, мы взяли сейчас, смотрим, когда там самая плохая погода, в какой день дождики прогнозируются, и на эту дату отправляемся. В 9 утра будет отправление. Вот я вам тоже покажу. Съездим, посмотрим. Так, вот на карту отеля мы с вами еще потом где-нибудь найдем и посмотрим. Но вы еще можете в Телеграм зайти, я так все выкладываю. В хорошем качестве все посмотреть и разглядеть. То, что подписывайтесь, там прям все онлайн выходит. Вообще очень удобно. Там можете даже свои фото, свои видео, там как чат делать. И очень удобно. Мы приехали сюда сегодня на арендованной машинке. Вот так вот 3 Red Card взяли. Под видео вам ссылочку оставлю, что многие спрашивают, типа, где машину взять. Берете, вообще очень классно. Русские права, во-первых, это раз. Во-вторых, Яндекс.Навигатор по-русски. Ездите, все. Вы в отель приехали, вам машину привезли, у вас из отеля машину забрали. Хотите, вам в аэропорт привезут, вот как мы. И в аэропорту потом можете сдать. Можете вот на время, там, вот сейчас 4 дня отдыхаем, нам машина не нужна. Мы ее сдаем. Все, за это время мы не платим. Потом через 4 дня нам опять ее сюда привезут. Мы там свои дела поделаем. И опять в аэропорт поедем. Ну, вообще, класс. Супер. Поэтому сохраняйте. Я под видео оставлю. 3 Red Cards. Очень классные ребята. Вот они прям все, и машинка, и компактная. Расходуют немного. Все, машины у них новые, чистенькие. Сел, поехал. Конечно, очень удобно, потому что многие любят ездить по экскурсионке, там сесть в автобус, расслабиться, поехать. А очень многие мне всегда пишут: Жень, там, а как вот самим поехать? Взяли, поехали в Каш, Капотаж. Куда угодно, хоть в этот, на Каппадокию можете съездить, на шарах полетать и вернуться там, кто любит рулить, своей машиной. Дороги комфортные, мы сами туда ездили, на шарах где летают, без проблем вообще сел, едешь, и дороги комфортные, все классно. Поэтому сохраняйте, когда-нибудь вам обязательно пригодится, поедете. Все, машину привезли вам, машину увезли. Как по дорогам, конечно, очень комфортно ездишь, все дороги хорошие, ровненькие. Вот, гаишники практически не тормозят, можно сказать, вообще не тормозят. Вот, ну а если остановят, вы просто покажете там документы, которые вам дают при оформлении машины, русские права, и все. То есть, ну, машина удобная. Есть такая, есть побольше. Вообще можно любую выбрать себе, поэтому очень классно. Вот так вот в отель приехали, парковочку поставили, все, там захотели, поехали дальше себе путешествовать. Можно, кстати, самим не парковаться, отдать на ресепшене, вам ее запаркуют. Все, друзья, обязательно поддержите видео лайками, потому что у вас будет, как всегда, куча позитива, куча эмоций, куча солнечной атмосферы, которой нам с вами так не хватает в наших суровых климатах, где солнце очень редко появляется, сейчас осенью, зимой. Вот. От вас обязательно лайк, прямо вперед ставьте авансы и какой-нибудь комментарий, там, 5 слов пишите, либо ваши вопросы, я на все вопросы стараюсь отвечать потом в видео. Давайте сразу начнем. У нас сегодня 1 октября.
откроем номер. У нас корпус Марин. Туалет справа. Вы знаете, это ничего, эта штучка нужна, чтобы класть сюда мыло. Потому что оно везде все время катается, растекается, здесь очень удобно класть. Так, фен, все есть. Душевая кабина, огромный гель для душа. Все это тоже есть, можно с собой ничего не брать. Вот здесь полотенце. Да, вот что у нас еще тут. Здесь тоже иногда фен кладутся, но тут вот он висит на стене. Туалет сам. Дальше здесь по лестнице поднимаемся. И здесь у нас номер, большая кровать. Бокам тумбочки. Эти номера новые, свежие здесь в этих Lexus'ах есть. И старые номера, и новые. Этот Марин корпус, здесь хорошие номера. Коля, открывай, чтобы у нас мини-бар. Водичка, газировка, беранда, кола, фанта. Спрайта нет. Пару соков. Коля, вот здесь давай, открывай. Особенно, что там, снеки есть? Нет, ничего нет. Телевизор, снеков в отель достаточно. Чайный набор, чайник. Туда вон поставим кроватку детскую. Нам хотели побольше дать номер, но где постарее мы выбрали это. Поэтому здесь ютится балкон. У нас как ютится, ну номер на самом деле не такой уж и маленький. Сюда если кровать одну поставить, вообще нормально в принципе. Балкон, стулья, стол, вид на горы. С утра просыпаешься и просто кайфуешь, пихты, облепихты. Ваши любимые. Дотянуться рукой можно. Это не въездная группа. Такая тихая зона. Там еще какой-то теннисный корт. Столики посидеть. Так, и что тут еще? Пойдем, зайдем. У нас еще вот, да, своя, кстати, еще дополнительная комната. Кладовая. Здесь можно складывать инструменты, садовый инвентарь. Сейф большой, шапочки. Это, кстати, штука для чемодана. Все, сейчас сходил, отдал машину. Очень удобно. Сейчас забрали, через несколько дней опять привезут. Но я, наверное, другую возьму. Попробую потестить. Или 408-ю. И то, что там будет наличие. Это что удобно. У них там вообще несколько сот машин. В общем, выберу чего-нибудь свободненького. Кто любит машины разные, может себе на тест брать. Одну брать, другую брать. Это тоже интересно. И поездил путешествие, машину потестировал. Ну что, выходим. Здесь у корпуса Марин свой бассейн, свой бар даже должен быть. Вот она такая уютненькая зона, красиво. И вот они номера, собственно. У нас они не на бассейн, а туда, на ту сторону. Да, вон он там бар вдалеке. Здесь еще зона какая-то. Типа ресторанчика. Попозже тоже все узнаем, выясним. Ну, сейчас, конечно, хочется первым делом пойти к морю. Так, ну, корпус Марин называется. Потому что здесь марина, яхты. Вот, видите, здесь тоже можно купаться, как бухточка такая. Эти яхты заходит и потом уходит отсюда. Вот она, видите, как марина прям настоящая. Здесь Коста кофе есть. Мини-футбольное поле. Сразу вам обзорчик с пыл и жар. Я думаю, что выпуск, наверное, будет один. Но максимум, если будет круто и много контента, будет 2 выпуска. Поэтому подписывайтесь на канал. Уведомления. Заходите, ставьте колокольчик, чтобы вас приходило. И под видео, да, Telegram. Там ссылка. Первая прям вот она под видео. Ее обязательно заходите, нажимайте, подписывайтесь, сохраняйте. Потому что все блокируют постоянно. То эти ресурсы, то те. А там мы всегда с вами будем на связи. Сервис Дурова. Ключи лежат где надо. Вот, от этого сервиса. Так что заходите и сохраняйте. И там прям ссылочка будет на все соцсети, где можно без VPN все в хорошем качестве смотреть. 4К, ВК, Дзен, Рутюб, Дзен, все, что новое будет появляться, все там в закрепе сообщений. Прям все, связь со мной, все, что нужно. Вот прям, это прям обязательно сделайте, чтобы не потеряться. Ну и как же там же онлайн весь контент выходит. Сейчас прям иду, снимаю вам всю красоту, про погоду, все, и туда выкладываю. Пляж тут длинный. И вот можно идти и выбирать себе местечко. Хочешь, так в павильончик запрыгнул. Если павильон без номеров, значит они бесплатные. Если с номерами, значит платные. Типа кабаны. Ну здесь, там вот типа таких шатров сделано. Это так дачных. В общем, местечко можно найти. Если взяли полотенце, по ходу можно взять. И, кстати, вот там еще павильоны есть небольшие. Вот там вот треугольнички, надо смотреть, что написано. Так, и плавно подходим к центральной части, вот где горилла, вот это розовое. Это я называю центральной частью. Там и ресторанчики, и бары, и концерты там проходят. Здесь у нас тренажерка, World Class, можно позаниматься. Здесь же seafood, фудкорты, проход на пирс туда. Мы идем, ищем пляж, но ноги меня ведут на запах всегда. Здесь у нас фудкорт. Вот, пахнет обалденно. Тут заглянем, посмотрим, чем там кормят. Так, здесь же у нас сцена. Там еще всяких кучу мест, где можно позаниматься. Там
И йога на полотнах есть, и что только нет. Беговые дорожки прямо здесь вот с видом практически на море. Можно побегать, бары, раз, два. Там вот кафешка. И здесь мы попадаем в еще одну зону пляжа. Видите, как он разделяется пирсом, и начинается новая зона. Бассейн. И тоже тут горилла лежит в купальнике, загорает. Так, тут еще вот эти павильончики. Видите, номеров нет, ничего нет. Все вроде бесплатно. И вон там вот полотенце. Можно взять бассейн тут еще большой. Полотенце без карточек просто берете и идете. У нас с вами, по-моему, предыдущий обзор, он был в куртках, да? Не такой сезонный сезон был. А сейчас прям полноценный сезон. Так, ну и мы с вами попадаем на пляж. Тут у нас не навесы большие, не зонты, а дачные такие вот, видите, прям шатры, да? У меня прям ассоциация именно с этим. Ай, как прикольно. Так, у нас сейчас время обеда, 12:35. Обычно время сюда много свободных шезлонгов. Но сейчас это вообще наболевшая тема с шезлонгами. И в премиум отелях, и не премиум. То мест не бывает свободных на пляже. Вот аналогично, как сейчас. Ну, короче, наболевшая проблема и сюда перетекает. Люди ходят, ищут места. Но только без навеса вот так ложится и полностью сгорать. Хотя, смотрите, вот зона, да? Пожалуйста, сюда воткнул и пошел. Ну, кстати, минус этих шатров. Вот один человек пришел, или двое. Они занимают весь шатер, а под ним 3 шезлонга. То есть в основном пары, да, отдыхают. Все, это минус. Соответственно, мест намного меньше становится. Если сезон, там 1-2 шезлонга лежат, второй шезлонг вытягиваешь. И еще освобождаешь себе местечко где-то сбоку, там куда-нибудь пристраиваешься. Здесь с этими шатрами, это, конечно, недостаток по местам. Так, вот здесь, естественно, тоже мест не будет, потому что люди здесь занимают местечко. И все, и на весь день. В обед-то ушел, поспать ушел, место, видите, все. Люди не покидают, поэтому здесь в кабанах в этих бесплатных места не найдешь, если только рано утром. 5-6. Сейчас попытаем место у бассейна. Поскольку мы за свой отдых платим сами, поэтому у нас все обзоры открытые, откровенные. Говорю все, что хочу, все, что считаю нужным, все плюсы, все минусы. Ну, здесь, смотрите, есть места. Не у моря, но хотя бы в тенечке. И у бассейна тоже есть тут места. Так, идем на пляж купаться. Ну, смотрите, как народ занимает 2 полотенца, почти 1 полотенце, 2 шезлонга. И стакан газировки. И вот везде так занято. Люди не освобождают места, потому что их нет свободных. И ну, спасатель, да, должен был быть бичбой, который ходит и забирает эти места через полчаса. Нету личных вещей, которые селя вот одни, все. Должен это все зачищать, и тогда будут свободные места. Это огромный минус многих отелей. Это штука, не знаю, что это. Да, там вот море, какая-то розовая штука. Пойдем посмотрим. Сейчас хоть припаркуем вот сюда вот. Так, ну ладно, давайте. От плохого к хорошему. Пляж, песочек. А кто знает, где любят камни, гигантские валуны. Откуда здесь песок, скорее всего, намывают, как в Дубае. Возможно, эта штука как-то с этим связана. Либо это заход, либо этот. Видите, почему вот эти волнорезы сделаны? Чтобы этот песок, который сюда намывают, чтобы его не смывало в море. Ой, аккуратно, вон там вот вижу уже камни. То есть здесь заходим плавненько. Песочек, галька мелкая. И вот дальше пошли камни. Ну, не гигантские прям валуны. Но такие камни. Здесь вот видите уже по пояс. Лучше присесть и поплыть. Ну, можно пройтись, кто хочет. Кто не любит вот это все, кораллы берем. Вот, ну, в Бельде бегу, в некоторых местах здесь вообще ходить невозможно. Вот, молодцы, здесь еще намывают. Ну это такие розовые подушки, чтобы по ним можно было ходить. Видите, вот сюда зашли. Да, это специально для этого поле сделано. И пошли. Все, заряд 7 пенных морских, 27 градусов вода. Сейчас на часах еще раз померю. Я хочу вас на берегу оставить, чтобы резко занырнуть. Сейчас самый кайф, самый сезон. 1 октября. То есть многие летают летом, платят огромные деньги. В сентябре-октябре немножко пониже цены. Ну, хоть перелет можно подешевле платить. Отели сейчас практически все в стопе. И что-то цена не падает. Ну, можно найти другие отели, где нету стопа, где будет цена подешевле. А летом цена высокая, жарко. А сейчас вот вообще октябрь, сентябрь, конец. Это идеальное вообще время для отдыха, и по цене, и по качеству. Нет адской жары. Море все еще теплое, 27 градусов. Что за? Там рыба на ножках. Да, берите сюда очки обязательно. Вы видите рыбу на ножках. Там, знаете, что? И на палочке. Не рыба, а там как будто хамелеон. Хамелеон? Может, хомячок, Поль, там. Вот эти детки плавают, мы с Полей по полчаса плаваем, вода 27, сейчас я говорю, не буду
Наверное, вас задержит. Ну, хотя ладно, давайте вам заряд пенных морских. Сейчас опущу прибор свой. Померю. Меряет точно. Чуть подальше. Ну, 27. Видите, если зайти, то же самое. Вот даже 28. Но реально она там 27. К вечеру будет вот так же 28. Сейчас тоже зайдем, там будет 27. Все, заряд пенных морских. Оставляю вас на пляжу. И пойдем с полю купаться. Ну, обязательно берите с собой очки, маски, столько рыбы, да, Поль? Кого только не видели, Дорадо и Сибас, да? Эти рыбы-шар, которые вынимаешь, надуваются, такие маленькие, неприметные, очень много рыбы, и мелкие, и большие рыбы, просто вообще. Если еще раз пойдем, попробуем взять с собой, покажем. Полин, пошли, очень много рыб, прям очень, не знаю, что-то этой бухточки. Мне кажется, в Турции столько рыбы редко бывает, на глубине. А здесь же при входе-выходе душ, переодевалки. Ну, вот люди тоже сидят, слушай, обсуждают. То есть личные вещи оставляешь, то не убирают. Если только полотенце, то вроде забирают. Но я что-то не вижу, вот мы сколько купались. Как лежали полотенца без всего, так и лежали. Пицца разного вида. Давайте в снэк-бар уже заглянем, потрапезничаем. Так, смотрите, морской язык в кляре. Вот я такой возьму. Я вообще любитель рыбки. А в кляре, наверное, вообще очень вкусно должно быть. Так, макарошки. Соус к макарону можно добавить. Куриный шашлычок, смотрите. Рис. Так, бургер себе можно сделать. И туда добавок накласть всяких. Ложить. Соленого огурчика, так, это что так, макарошки, это что это такое? Это буррито с курицей, смотрите, как необычно. Еще макарошки. Так, еще сосиска какая-то. Соус его даже не видно, так пересвечивать. Ничего себе, смотрите, какая-то зона, где можно посидеть. Внизу это все переходит туда, в этот пирс. И вот еще зона, где можно посидеть. Крошку-картошку можно себе сделать с разными ингредиентами. Есть у нас еще картошка фри. Куча всего жареного, наггетсы, шмаггетсы, луковые кольца, сырники, прям бы в фритюре, походу, жареные, картошечка. Тут еще что у нас? Десерты, сладенькое, всякие турецкие сладости. Фрукты, арбуз, дыня, сливы, яблоки, бананы. Что здесь еще можно себе положить? Ну, соленье, корень, варенье, салаты разные намешать. Кстати, если кто не знал, то бобовые вот такие вот нут содержат очень много белка растительного происхождения, поэтому берите обязательно. Так, ну с местами опять попа. Вообще нет свободных мест. Сесть некуда. Там внизу тоже нет ни одного места, вот только здесь в проходе можно сесть. Хотя там есть куда впихнуть столы снизу, ну... Странно, просто решил вообще не ездить в проходе. Ну да, некомфортно. Минус уже, второй минус отелю. С самого начала приезда за такие деньги. Очень непродуманно. Вот персоналу плюс. Он видел, как я тут сижу. Как дикий сирота принес мне приборы сам. Протирает, все ходит со средств. Да, так, конечно, все красиво, хорошо сделали, но непрактично, потому что народу много, а места мало. Реально. Где ручно оставили? Просто ни одного места, ни одного, ни тут, ни там, нигде. Не, так все очень красиво. Ну, взяли вот, не знаю, вот здесь навес сделали, вот здесь столов понаставили кучу. Ну, если вы, понимаете, что отель-то гигантский, номеров, здесь все очень много. Там, здесь все в номерах. И одна вот снэк-зона. Конечно, летом никто не хочет в основной идти. Там, хотя все здесь побыть, на природе поесть. Ну, количество посадочных мест надо увеличить. Тут сумочка, кстати, что-то вот заметил, свободное место. Сейчас кто-то придет. Ладно, на ходу. Вот арбузик возьмем в руку и на ходу поедим. Чтобы не быть голословным, вот сейчас сказал вам. Ребят тоже ходят с тарелками, а сесть некуда. Вот так просто. На лесенке с вилочкой, с тарелочкой. Алло, вид красивый. Арбуз вкусный, кстати, очень. Так, ну мы не отчаиваемся, как всегда я говорю, да, видео.
Замечайте на отдыхе мелочей, заряжайте солнце, море, вкусняшками, если получится, эти вот места с позитивными эмоциями. Смотрите, бассейн для чаек. Это все чайки, вот если вам не видно, это все чайки плавают. Вот так вот, да, и люди плавают, и чайки. Красота какая. Пойдемте туда. Там вот есть интересный барчик, зона, где посидеть. Тут такие диванчики, я помню, были очень классные. Эти прям такие, как мини-домики сделаны, то, что все бесплатно, занимаешь главное место. Главное успеть занять в этом отеле, это будет отель Риксос, успеть занять. Туда, получается, снэк-бар тоже, наверное, часов 6 занимать, чтобы точно наверняка местечек хватило. В общем, здесь тоже, видите, люди занимают, конечно, они уже не покинут свой диван никогда. На 7 дней сразу занял, чтобы ковер с собой возьмите, только, чтобы крутить личные вещи, там, маску, чуть-чуть, и все, и будет ваш на весь отдых. Лайфхак такой. Здесь прикольная атмосфера, полежать, сидеть. Музыка, по-моему, еще иногда включается. Там вот барчик, кафешка, зонтик. Так, по напиточкам, смотрите, все нормально. И ром оригинальный, и гермейстер оригинальный есть. Апероль тоже есть оригинальный, но я просил апероль шприц, сразу же мне хотели налить не оригинальный апероль, а типа, ну, даже не компария, что-то такое местное. Я говорю, не, мне просто с оригинальным аперолем. Поэтому просите оригинальный апероль. То есть официанты будет заказывать, имейте в виду, могут принести и не оригинальный. Так, сейчас тут в бассейне какой-то аквапати проходит, диджей играет. И так, типа акваэробики, на таких маленьких батутах прыгаешь, танцуешь, говорю много, чтобы за музыку не забанили. Так, а так, видите, и здесь сценка проходит. Тут вообще на майские целая тусовка. То есть отель такой, знаете, и молодежный, и семейный одновременно. То есть и с детьми приезжают, и молодежь, то есть есть потусить, всякие вечеринки, мероприятия. А май тут прям вообще какой-то движовый, прям целый этот. Майская пати тут проходит. Вот сейчас посмотрел, Жанна, то есть этот отель, вот прямо сейчас вылетать, что-то 200 с чем-то тысяч на двоих с перелетом, там на 5 или на 7 ночей, 260, 270, или 230. А если брать Нирвану, Тирану, по-моему, там на 40 тысяч дороже. Но достаточно этот отель будет интереснее, потому что он такой, знаете, разнообразный. Здесь много всяких мест, много всяких локаций. Такой вот прям он классный. Очень многие вот этот Риксос любят. Я тоже, мне он очень нравится. Несмотря на все вот эти минусы, я говорю, отель сам по себе он классный. Ну, у нас еще не конец. Мы еще много чего с вами увидим, поэтому продолжаем обозревать. Так, ну опять же надо учитывать, что отель в стопе. Сейчас реально в стопе, еще большая какая-то конференция. Приехала делегация, не знаю, кто там приехал. Исходя из этого, надо делать выводы, что через неделю он будет не в стопе, естественно, такого движа там на пляже не будет, и мест будет побольше. Поэтому всегда надо учиться. И это может быть в любом отеле абсолютно. Но мест побольше нужно сделать. Мы тут так удачно сели, что тут начали играть дротики. Меня, естественно, втянули в игру. Я без разминки. В общем, проигравший здесь либо танцует, либо ныряет в бассейн в одежде. Я тоже сейчас побегу. Я отожмусь тогда. Вот так вот сидели за столиком, никого не трогали. Начался дартс. В итоге я мокрый. Пришлось искупаться. В общем, здесь если проигрываешь, либо купаешься, либо отжимаешься, либо водой вливаешься. Так что вот такой веселый активити есть. Не скучай. Здесь велоактивити. Ух ты, смотрите, какие турники тут. Воркаут, площадочка, можно заниматься, прикинь. Так, недалеко от этого главного бара есть Noodle House. Здесь можно, отстояв в небольшой очереди, подзарядиться лапшичкой. И еще такие круассаны. Аромат божественный. Вот с утра бы вот так бы я сюда пришел. Чок гузе. Можно себе выбрать с овощами, а можно с курочкой. Такой карабасик положит, оно можно трапезничать. Так, а здесь, смотрите, можно взять, поиграть. Любые игры, все бесплатно, да? И Монополия, и Уно, и бадминтон даже есть, теннис, все что угодно. Вот так вот здесь же рядом с макаронами. Не знаю, зачем они здесь поставили эти круассаны. Я таких вкусных круассанов как в жизни ел. Это второй. Если что, берите с шоколадом. Я обычно люблю обычный круассан. Я взял с шоколадом, попробовал и просто был в шоке. А сейчас еще сахарный пудр просыпал. Ну, в общем, как бы, привет, диета называется. Так,
Так, а у деток здесь Рикси Клаб называется. Я бы назвал бы это Рикси Сити. Вы смотрите на эту территорию. Все это детская зона. Гигантская. Свой аквапарк у них здесь. Здесь еще, оказывается, кондитерка есть. Мы вот сюда пришли со своим круассаном. Кондитерскую. Кофейку попить. Ну, еще очень вкусно съесть. Где-то здесь и Поля наша, которую мы оставили, она даже не звонит обычно. Она звонит, говорит, заберите, я устал через 20 минут. Часа 2 или 3 ее уже нет. В общем, где-то здесь тусит. Барчик свой детский тут у них есть. Гамаки отдохнуть для взрослых, кто там есть. В общем, классно. Здесь кошечки, собачки. Свой ресторанчик, где можно поесть, позавтракать, пообедать и поужинать. С гигантским телевизором. Смотрите, каким. В общем, ребенка привели сюда, и все. И он сам в мини-отеле своем находится. Теннис есть. Вообще просто гигантская, реально. Городок свой у них тут. И здесь живут кафетерий. Патиссерии с пирожными. Ой, что только нету, а? Давай. Все. Жанна нашла мне мой любимый десерт. Горячий брауни с шоколадом внутри. Круассан отдыхает. Ой, как же это все вкусно, а? Еще отдельная комната с мороженым. Пожалуйста, 7 видов айскрима. Внутри тут у деток даже горка есть. Наверх поднялся, спустился и слетел. В общем, тут целое расписание у них. Заходите заранее, записывается. Там глиняные горшки можно делать. Ничего только не делают с детьми. Заранее записывается. Там на глиняный горшок, по-моему, 4 или 3 дня надо, чтобы успеть его запечь. PlayStation здесь, гейм-центр есть. Всего уличная панда-парк. Поль, ну как дела? Понравилось? Да? В общем, на любой возраст тут найдете все развлечения и приключения. Там, кстати, еще баскетбольное поле есть. А вот здесь мы жили 3 года назад, мы здесь были. Так, еще отдельная игровая зона я нашел. Ой, ну в общем, чего угодно можно поделать. Немного вечерней атмосферы вам. Мы отправляемся на ужин. Так, а вот смотрите, вечерком можно и посмотреть, какие есть тренажеры, все светится. С одним там народ занимается и отсвечивает. Надо внутрь заходить. Вечерняя атмосфера у бара. Столы уже все заняты, а мы тут на ужин идем. Здесь, кстати, 2 этажа ресторана. Так, давайте один день сегодня глянем, другой день там. В общем, сладости турецкие и не турецкие. Много-много разных. Салатик овощной можно рыбануть. Так, с другой стороны еще много сладостей. Фруктовый стол, арбузы, дыни, персики, груши даже есть. Так, мороженка, несколько видов. Так, здесь холодный стол, анчоусы, рыбонька с оливками и оливки с рыбкой тоже. С 2 сторон. Иногда поглядывайте, бывает креветочки кладут, там мидии вкусные. Так, сыр немного, здесь солень, коренья, халапеньо. Смотрите, есть даже каша. Гречневая перловка. Еще какой-то вот вяленый томат. Тоже очень вкусно. Здесь еще зеленушки немного. Здесь фаршированные баклажаны. Нут. Курочка. Пойдем дальше посмотрим. Здесь овощи. Овощи с мясом. Говядина с картошечкой. Рис. Пюре. Тефтели. Луковые кольца. Там считается картошечка. Ну, так, ничего особенного, без изысков пока что. Но вот я говорю, здесь, видите, 2 этажа. Не знаю, одно и то же дает или нет. Хлебушек черный, белый. Настоящий черный хлеб, пожалуйста. Так, и вот здесь у нас что такое? Это телятина. Его нарезают. Кусочек соусом поливаете. Приятного аппетита. Как говорится, картошечек фри. О, рыбка жареная в кляре. Здесь у нас что такое? Люля-кебаб. Урфа-кебаб. Экшенна. И вот там все накладывают. Так, здесь еще курочка жареная. Так, здесь макарошки, несколько видов соуса, ну и здесь пюрешка. В общем, вот так вот мы с вами пролетели. Без изысков. Но стейков нет. Рыбы целой нет. Получается, рыба в фритюре, только не все любят. Ну посмотрим, что у нас завтра будет. Ну вместо стейков телятина сегодня вот такая вот. Вот, смотрите, какой у меня улов. Лес размер идет. Целая жареная рыбка, но она по ходу дела жареная во фритюре. А это не очень полезно. Лучше, конечно, на гриле. Вот это будет вкусная рыбка тоже. Еще картошечка и булгур. Так, и перемещаемся в сторону моря. Здесь снэк-бар у нас, и вот она
сцена. Сегодня симфонический оркестр был. А вот деток вечером, смотрите, в мини-клубе. Доски, игры такие. А здесь, смотрите, тележка. Поля, тебе сюда нельзя. О, посмотрите. Напишите в комментариях, папа, разреши Полине Смотрите, сдавать. куча маршмеллоу. Эти всякие конфетки. Так, смотрите, здесь 2 бара. Это хорошо. Но на баре есть, собственно, 3 точки, а работает только одна. Одна для посетителей, поэтому создается очередь, как всегда. И одна для официантов. Ну, как обычно все. Стоим в очереди. Доброе утро. Конечно, не совсем доброе, потому что вот с той стороны, где мы живем, прям буквально, не знаю, в 50 метрах от нас мечеть. И на рассвете, не знаете, там мула, призыв на молитву. 3 или 5 минут вы будете просто не спать. Даже с закрытыми окнами орет так, что, ну, нереально просто не проснуться. Так что, кто не готов, не селитесь туда. Сюда внутрь будет тоже, наверное, слышно, но поменьше. А там прям окна туда. И вот в этих корпусах тоже куда будет. В прошлый раз мы жили, когда вообще там возле мини-клуба, там вообще не слышно было. Так что доброе утро еще раз. Так, ну на завтрак все, в принципе, стандартно. Рыба, но не красная, обычная. Оливковое масло, овощи, ну все как обычно. Яйца, бюрека с сыром нету. Только с мясом такой сухой бюрек, не мокрый. Как я люблю, колбаски, овощи. Ну, в общем, все, в принципе, стандартно. Круассаны. Сырная вечеринка. Ну, сам зал вам еще покажу. Ездить тележка, видите, с кофе и напитками. Ну, можно и сами пойти кофе. Кофе, кстати, не очень вкусный. В Айси мы были 2 дня назад. В 1000 раз вкуснее. Прям кофе плотный такой. Здесь такой жидкий, как водичка такой, знаете. Вот такой вот бюрек, видите, такой сухой и с мясом, без сыра. Вчера был с сыром. Который на противне такой круглым, он вкуснее, чем вот такой. Вот еще у нас зона для раздачи. У нас самый верхний этаж. Булки, ну все как обычно, мини-мены. Так, а вот здесь, где тяжелая артиллерия, здесь нашел я бюрек. Там еще всякие яйца, вареные 5 минут, 10 минут. Мясо, кто любит с утреца. Супчик пару видов. Фрукты, вон там сладости, вот арбузики свежие подъехали. Так, вот на аппарате, вроде кофе зерновой, но что-то получается какой-то не очень. Так, ну мы сейчас подошли на ресепшн, просили поменять номер. Нам сказали, пожалуйста, только в стандарт, старые номера. То, что у вас и было забронировано, что нам как бы сделали апгрейд, типа, ну, потому что там блогер, турагент. Да, к вопросу о том, что многие там пишут, что типа на халяву отдыхаете. Как бы максимум, на что можно рассчитывать, это апгрейд. Типа вот только ваш стандарт. Есть категории ниже. То, что мы живем ниже уровня, но чуть выше, чем стандарт, где мы вот раньше жили, с той стороны, где мини-клуб. Я говорю, нет, туда только за деньги. Типа, мы говорим, да ты конечно ниже, чем эта категория, нет, туда типа только за деньги. Ну, походу, вот эти стороны, это просто ликвид такой, и туда апгрейдят людей, а обратно уже, как бы, хотите, тот старый стандарт. А стандарт здесь очень старый, в главном корпусе. Поэтому вот так вот. Блин, ну, 5 утра просыпаться, там это тяжело. И потом я не могу уснуть, лично себя просыпаю. И все, и потом я там под утро что-то засыпаю. И такой стоишь, знаете, разбитый. Но самое главное, ну, как бы, это сон. Ночью ты восстанавливаешься. Я так со сном. Ну, все очень хорошо. В общем, вот такие дела, не знаю. Ну, наверное, стандарт надо будет переезжать. Ну, такое отношение, знаете. Типа, ну, вам апгрейдили, радуйтесь. А если не радуетесь, то это не спите тогда. Беруши хотя бы давали. Так, ну, естественно, никаких кабан свободных нет. Это все за неделю вперед надо занимать. Прикручивать, как я говорю, шуруповертом свои вещи. Вот, естественно, идти все и на пляже. Все занято. Ни одной кабанки нет. Спасает то, что вот у этого бассейна есть места, пока что еще пустые, рядышком с морем можно ходить купаться. Вот видите, люди лежат. Это можно понять сразу, что из нашего корпуса спят днем, кто ночью проснулся от мечети. Тык-тык-тык. Поль, давай, охота на чайку начинается. Давай, Поль, ты с той стороны, я с этой. Ладно, все, не очень хорошим действием ходить за чайкой. Она позвала своих друзей. Прям налетели сюда. Так, на снэк-бар нам сегодня повезло. Местечко прям удачно заняли. Но видите, все в фритюре жарено. То есть вот рыба вот тоже, она вот такая, целой нету. Курицу вот я Польки взял, тоже жареная во фритюре, ножка. Лучше бы просто на гриле было бы, да, Поль? И наггетс, то есть все жарится во фритюре.
То есть, как бы, кто за диетой следит, жиров будет очень много. Вот. Поступай. Хочешь, конечно, целые рыбки, там, дорады, там, хотя бы, сибасика. Ну ладно. Чем богатые, тем и рады. Но зато очень вкусно. Вот эта рыба, это прям вообще очень вкусно. Тут у нас укоротитель чая. Ну, пиццы надо. А вот если вот такой кусочек, смотри. Вот это вот, мне кажется, вот такой-то источник соблазнительно. Вот до такого кусочка устоять сложно. Ладно, не будь тебя. Все, убираю, говорит, на. Из рук тут нет, слюни текут даже, а? Сейчас так, ладно, на. Не будь тебя мучить. Я чувствую, ты меня будешь мучить. Хрена ты ешь. Тарелки ешь, как человек. Прямо ходящий. Ох ты, сейчас тут драка чувствую начнет. Давайте еще по территории вам покажу. То есть там у нас пляж, это бассейн. Здесь у нас детский клуб. Потом здесь у нас еще Diamond зона, именно пляжная часть. То есть кто живет в номерах Diamond, такие вот полукругом вот там вот находится. Сейчас хотел на дрон запустить, что-то тучи пришли. Пока передумал, уже тучи ушли. Волейбольная площадка, там еще горки. Много горок, большие есть, скоростные. Рампа есть. И вот здесь вот детский мини-клуб большой. Город целый. Вот они, эти Diamond номера. Таким полукругом идут. Кругом даже. Там внутри еще и ресторанчик у них там свой. Здесь есть кофейная станция. Просто кофе. Можно взять кофейку горячего, холодного, с карамелью, без сидеть с видом на марину. Кофеек можно сделать и на кокосовом, на миндальном, на обычном молоке и на необычном. В общем, любую потребность могут удовлетворить. Так, ну, кстати, в эту зону марин может кто угодно прийти. Тут ни браслетов, ничего нету. Релаксовать, тут барчики, что-нибудь взять. Ресторан днем не работает, только вечером как аликарт работает. Так тут, конечно, уютно, все стильненько очень, бассейн стильный. Здесь очень красивые бокалы. И апероль очень красивый. Такие гигантские ведра наливают. Красиво смотрится. Так, ну мы уже приехали в парк Легенд на автобусе. Это новая зона, Nickelodeon называется. В предыдущей зоне я вам очень много раз снимал. Все эти горки, аттракционы, так совсем чуть поснимаю. А так прям на канале Машков. Этот парк Легенд. И все, вам куча видео. Вы и в 3D, и 360, любые можете видео посмотреть. Вот на вся новая зона. Ну тут больше для маленьких деток. Ну как Полина, вот такого возраста. Совсем малышей вообще тоже не пускают. Здесь рост меньше там 60 сантиметров. Так мягенько, как на облачке, да? Так, сейчас иду на самую большую горку, надо успеть, потому что если будет дождь, ее закроют. Если сильный ветер, тоже учитывайте, в погоду лучше не ездить. И в субботу тоже выходные лучше не ездить, в воскресенье, потому что много может быть народу. Сейчас вот с утреца, в будний день очень хорошо, вообще очереди нет нигде, очередей. Самый крутой аттракцион, конечно, это хайпер-костер, обязательно на нем прокатитесь. И спереди садитесь, сейчас стойте лишнюю очередь, чтобы спереди сесть. Это самый экстримчик вообще. Обязательно к применению. Такие небольшие дозы адреналина очень полезны для здоровья мужчин и женщин. Не страшно, все, уже съехали. Можно даже поднять.
Вон мама, смотри. Оля вся мокрая, Полин. Так, и здесь у нас еще гигантская зона аквапарка. Сколько раз мы были в парке Ген, но аквапарке ни разу не были. Есть ленивые речки, есть и куча горок. Чего только нет, джакузи, соляные волны. Так, ну немного про очереди в аквапарк на горке. Минут 15 написано, что. Конечно, очень много горок. Смотрите, мы здесь стоим, вон там вдалеке горки. Вот горки, и все в горках. А вот эта горка, мне кажется, такой высокой я еще никогда не видел. И она, походу, очень скоростная, что вот одна, что вторая. Это просто мега экстрим, наверное. Надо дать прокатить. Так, ну отстояли мы, наверное, минут 30 или 40. Очень устали стоять. Еще с фаст-треками люди есть, кто быстро проход. Они еще постоянно идут туда без очереди, как получается. И 2 раза больше еще очередь. А аттракцион классный, очень понравился, но снимать там нельзя было. В общем, идем дальше. А вот здесь подальше, с этих горок вообще никто не катается, никого нету. Все там. Ну, мы поехали с Полечкой вдвоем. Да? Не страшно совсем. Пока шли. Кружимся. Ой, качаемся. Ой. О, ничего себе. Раскачаться можно так долго. Да, будет. Но не страшно совсем. Да, все, выезжаем. Вы только посмотрите на эту горку, это просто, смотрите, свободное падение, мне кажется, такой жух. Вот сейчас оттуда хочу попробовать дать жару. Оба, ничего себе там скорость. Обалдеть. Слушайте, ну вот это экстрим-экстримчик вообще обалденный. Я сейчас ехал. Скорость сумасшедшая. Даже не понимаю, что происходит, потому что очень все резко происходит. Вот так вот это выглядело со стороны. Так, тут еще есть пляж с песком и с искусственными волнами даже. Сейчас вот как раз объявили, каждые полчаса начнется сейчас морское движение волн. О, смотрите, как прикольно, волны пошли. Вода холодная, здесь пипец. На 25 градусов. Ой, классно, как на океане. Цвет такой прикольный вообще. Обалденно. Надо круги такие сюда, чтобы на кругах плавать. И серфинг доставай. Так, ну еще поездку можно совместить с шопингом здесь пройти. По красоте по этой. А вечером тут еще шоу бывает, но автобус, на автобусе за отель приходит, сейчас в 5 часов обратно уезжает. Так можно на шоу остаться и потом на такси. Но мы уже вернулись в отель. Как вы поняли, смотрите, а вот здесь вот 11 часов, 11 минут, мест очень много. Здесь, кстати, очень уютно. Музычка играет, на таких диванах можно полежать. По 2, по 3, прям очень много свободных. И лежаков вон там много свободных. То есть вот это хорошо, что нет там места, когда здесь. Но на пляже за все время мы ни разу так и не полежали. В кабанах вот эти. Потому что сюда все занято. Ну, можно здесь компенсировать, в принципе, до пляжа вот 2 секунды пройтись. Когда в районе Бельдибе приходит ветер, море волнуется, становится очень-очень красиво. Сейчас наделала обалденных кадров оттуда сверху. Будет очень красивая картиночка. Ну, здесь, наверное, ничего не слышно на айфоне, но камеру слышно, что эта ветроизоляция стоит хорошая. Здесь у нас ресторанчик, снэк-бар, просто бар. Здесь обычно мы обедаем всегда. Вид здесь обалденный. Ну, мест, правда, практически никогда не бывает. Это счастливая случайность должна быть, чтобы было место. Все занято. Только у бассейна какое-то движение происходит. Время либо на батутах, или на велосипедах. Сегодня непонятно о чем. Сегодня на велосипедах. Так, ну кофе здесь обалденный. Если и горячий, и холодный беру. Ну и круассан, конечно, беру. И с собой еще надо брать одежду 2 размеров, потому что после употребления всех этих круассанов, наверное, x2 становишься в размерах. Так что будьте готовы запасать свечичкой. Но очень вкусные круассаны. И кофе очень вкусный. Да, Полит? Шоколадом. Еще сахарной пудрой присыпать сверху. Закончился. Сегодня живая музыка возле бассейна, главного бара. Кстати, в баре много точек работает. Вообще нет очереди. Шеф-стант оттуда, несмотря на то, что народу очень много. Вот я вам здесь еще на ресепшене покажу. Здесь тоже есть кофейня. Кофеек тут хороший делают. Кофеаппарат стоит. Можно из автомата взять, можно взять из этого. И здесь кафетерий был.
Да всплыл. Вот здесь раньше кафетерий был. Нет, кафетерий. Зимой, когда плохая погода, сюда ставят. А летом туда переносят. Так, решил в последний день на обед пойти в основной ресторан. Рыбку поесть там типа дорадо. Есть только вот половинка. Это, по-моему, тоже не дорадо, по-моему, скумбрия. Хотелось дорадо. Не знаю, надо было каждый день ходить, может, и была рыба. Это, кстати, сибас. Просто пополам поделен. А вот я еще с двумя половинками пришел, очень вкусный. Ну так тоже мяско, все как обычно. Там можно поискать горшочка, тушеная, не тушеная. Пицца вот очень вкусная. Стейков нет, но вот люляшечки есть. Ну, в принципе, всегда можно что-то найти. То рыбу, то мясо. Все говорят, что такое скудное питание. Ну да, выбора немного, но все равно все вкусно. То есть таким прям, если вы хотите разнообразие всяких вкусняшек, здесь, конечно, такого нет. Ну, я говорю, всегда какое-то рыба, мяско, там, то утка чередуется, то индейка, то еще что-то. Всегда можно найти, что поесть. Но вкусное питание, скажем так, шикарный шеф стол, это не про это, в принципе. Это всегда можно заплатить там пару тысяч на человека и пойти какой-нибудь мясной а-ля карт и просто шикануть там, или там рыбный а-ля карт. И морепродукты наесть, креветок, кальмаров, мидий и всего остального. Так что всегда есть альтернатива недорогая. Так, ну смотрите, какая у нас тут красотка стоит. Позвонил ребятам, говорю, ребят, что есть, на чем прокатиться? На 408 я давно хотел покататься. Они говорят, о, красненькая есть. Ну, смотрите, какая красота. Привет, Ислам. Слушай, ну красавица ты мне подогнал в этот раз. Смотрите, какая шикарная вообще. Я что думал, она поменьше, она такая прям не маленькая, крупненькая. Классно. Внутри прям вообще свежачок. Даже пленка еще. Ну, красота. Слушайте, обалденно вообще, да? Причем любые машины, звоните ребятам, пишите по-русски, кстати, все общаются. Сколько у вас машин, Слав? 185. 185 машин. Есть еще выборы. Спорткар есть? Вот? Будет. Ламбо. Вот, Феррари. В общем, от эконом-сегмента до нормал-сегмента и лакшери-сегмент тоже есть. Конечно. Так что, кто лухари любит, пожалуйста, обращайтесь. Молодцы, ребята. Вот мы сейчас уезжаем, говорю, нужна машинка. Все, машинка раз, приехала. Сейчас сядем и поедем кататься. И красотка, да? Привет, Карс. И красные машины сегодня, прям, ну вообще красавчики. Супер, давно хотел попробовать. Поэтому так приезжайте, можно реально там машину выбрать, которую потестить хотели. Вот у вас и тест-драйв, и машины сюда лечем. С вами. Можно в Каш поехать, куда ходить. Можно же в Каппадокию ездить, да? В Стамбул можно. По Турции можно. Из Турции выезжать нельзя, да? В России нельзя? Вообще класс. Ребята молодцы, вообще сервис шикарный, машины чистые, все новые. Когда надо, сюда привозят. Ну, я в аэропорту тогда сдам, да? 2 дня поезжу, очень удобно. Прям перед самолетом отдадим. Это все быстро делается. Одну подпись поставил, сел, поехал. Также, когда это сдаешь, бумажку отдал, и все, и уехал. 1 минуту оформления. Так что обращайтесь, ребята, молодцы. Ну, красотка, да? 3000 пробег вообще, нулевая машина. Все, сейчас мы скоро это уже отчаливаем к вечеру. Ну, можете вы, когда чекаут делаете, это многие не знают, пользоваться отелем, все, всеми услугами, полотенцами, всем, чем хочешь, обеды, на ужин даже можете ходить, то есть до 12 часов там вполне вы можете здесь находиться, если у вас там какой-то стыковочный рейс, куда-то там, стыковочный отель, не знаю, еще что-нибудь. Поэтому, что по отелю сказать? Вернулся бы я сюда еще один раз, да, вернулся бы, несмотря на то, что как бы минусов достаточно, здесь есть еще отдыхающие, наши подписчики встретили, им прям вообще не понравилось, вот. То есть по питанию, да, как бы не сильно шикарно. Ну, у отеля есть свой шарм, есть своя атмосфера, природа шикарная, что эти зоны, ты пошел в марину, посидел, там посидел. То есть плюсов, как бы, ну, вот именно атмосфера больше, и цена хорошая, на самом деле. Вот, поэтому я бы вернулся, там, как всегда говорю, минусов не замечайте, никаких мелочей. А насчет минусов реально не заморачивайтесь. Некоторые ищут какую-то мелочевку там, ну, номер слишком старый. Ну, если вы стандарт забронировали, ребят, на эти деньги, ну, это ваш стандарт, вы его забронировали. То есть надо знать, потому что они обращаются, они знают, где старые номера, где новые. А если, ну, взяли другой, типа в Марине сразу же, то есть если свободные места есть, может вам и апгрейдит, если там хорошо попросить. Вот, и если нет, ну, значит, что забронировать. Вот, а так, как бы, ну, не замечайте мелочи, вы что, в номер пришли, поспали, да ушли. И все время на улице находишься, реально помыться, часочек там перед ужином отдохнуть, и все, по-моему, прийти поспать. А, кстати, вот спа есть еще. Но сейчас не пойдем, как обычно, все, баня, шманя, хамамы, все это есть. Вот. А отель круглогодично работает. Мы здесь на Новый год, не праздники были после Нового года. Вот. Поэтому я говорю, замечательные мелочей, реально отдыхаете, вы все заплатили за отдых, приезжайте. Не надо париться ни о чем. Что-то есть, что-то нету. Все, кайфуйте, заряжайтесь, получайте позитив.
а потом в работе, вот давайте, по приезду. Все, мы еще пока отдыхаем, пилим и потом выезжаем. В общем, итоговый мой вердикт. Я бы вернулся вообще с удовольствием. Прям классно, особенно цена вот хорошая. Ну, есть, я говорю, у этого прям отеля атмосфера. И она позитивная. Ты вот отель приезжаешь, реально прям вот кайфовый. Кайфуешь, эти местечки все здесь полежать. Мы последние 2 дня вот здесь лежим. На пляже так ни разу не полежали, но минус превратился в плюс. Мы как бы обычно бассейна не тусим никогда. Мы там на деревяшечках, в итоге потом здесь. И мне прям очень понравилось это вот место. Эти очень удобные вот эти кроватки, диваны. И здесь как-то все так раз, и до моря вроде рукой подать, и все у тебя рядышком. Ну, то есть, я говорю, минус превратился в плюс сам по себе. Хотя поначалу я напрягался, что там места нет. Там тоже поесть, потом все как находишься, осваиваешься. В общем, я поначалу так прокатился по отелю. Очень хорошо. Видите, как здесь атмосферненько. Главное, чтобы за музыку не забанили. И мест очень-очень много. Лежаков там очень много. Отель Стопи, а мест очень много, где полежать. Ну, только не на пляже. И когда я говорил про запас одежды с другим размером, побольше, я не шутил. Ну, это реально. Вот я каждый день практически круассаны ем. 2 кофе себе беру, холодные и горячие. Круассанчик, благо, 1 беру. Но это не все. Потом еще пойду шоколадный брауни в детском этом. Патиссерии съем. Это реально очень вкусно. Мне считаю, на отдыхе надо ничем себе не отказывать. Сейчас как раз рилсик в телеграммом снял тоже. Ешьте, отдыхайте, кайфуйте. Прям все, что хотите, все ешьте. Прям по полной. А дом приедете, там уже все. Рот зашили и ничего не едите. Дом можно себя ограничить, на отдыхе не надо. Чуть всего там приезжают некоторые там, раз в год, 2 раза в год, на 7, на 10 ночей. Ешьте, отдыхайте. Поплавали, вот полчаса активно, все, сожгли, там целый круассан практически. 500 калорий может здесь активно плавать. Так что наслаждаемся. Вот здесь, кстати, если пройти от главного бассейна, вот в сторону мини-клуба, там мини-клуб, туда дальше идете, там боулинг есть, бильярд есть. Тогда в зимние поездки я показывал. Но в этот раз как-то летом, ну, туда даже ноги не доходят. Как-то все здесь происходит. Что очень много активити разного здесь. В этих номерах, которые за мини-клубом, вот там вот жили в прошлый раз. Здесь прям как-то потише, ну и ближе к мини-клубу. Так вот здесь с детками, пораньше лечь. Классно здесь тоже. И вот он, шоколадный брауни, или как там, фондан. С жидким шоколадом внутри. Не то, чтобы я такой сладкоежка. Просто это одно из моих любимых блюд, которое я как-то попробовал давно в а-ля-карте. И я это обожаю. И никогда не могу найти, что вот такой внутри прям жидкий прям. Вот Гельштадт надо закрыть, прийти и съесть. Но я не все ем, я обычно половинки, иначе все просто невозможно съесть. Вкусно, понял? Это очень вкусно. А еще все с ванильным мороженым, с кофейком. Так что, будете в этом отеле, вы теперь знаете, куда ходить. Кстати, если что, помыться можно в спа. Вот мы сейчас зашли. Ну, естественно, летом бассейн ни к чему. Перевязана ленточкой или что-то, может, чистят. Там еще, кстати, вот на улице есть бассейн, где чайки я вам показывал, в самом начале там тусовались. В общем, здесь можно зайти, помыться, переодеться, полежать, поспать, отдохнуть, если хотите. Когда прощальный ужин, приплыла моя любимая Дорадо. Я решил осилить 2 штучки. Так, ну вот на обед, на ужин я сладкое вообще почти никогда не ем, а то там посмотрят, подумают, что я с ними ем. Вот моя сладкая, вот такой вот всегда арбуз и дынька. Заряжать солнцем, море, вкусняшками, позитивом. Сейчас еще не прощаемся, на всякий случай. Если что-то будет, я вам еще вставлю перед этим. А так, огромное вам всем удачи и пока, снимаю шляпу. Увидимся в следующих выпусках с вами.